Как бы это помягче сказать? Ну, как бы да, я бы сказал, что это весьма необычный совет. Да мы просто офигели! Честно говоря, о такой функции этого чувака, про которого нам написал наш подписчик, мы не знали. И сразу скажем, что даже пробовать не стали. Ну, просто мы собаки традиционной ориентации и как-то больше по цыпочкам. Я королевский корги, от корги все в восторге. Я стану даже круче, чем публика и бандит. Я королевский корги, от корги все в восторге. Я супер-мега-коржик, я буду знаменит. Коржата, как вы знаете, на прошлой неделе мы зачем-то отправились в цифровой цирк для того, чтобы спасти Помни, которую мы сначала вытащили в наш мир, а потом отправили обратно в цифровой цирк. Там мы были в мультяшных аватарах. Но потом нас нашел Кейн и выкинул обратно в наш мир, превратив в уже настоящих мультяшек. Вот, посмотрите кусочек ролика бандита. Ха-ха-ха, я вас ждал! Я вас так ждал! Наконец-то я могу выполнить мое предназначение! Я изгоняю вас из моего мира, но создам вам новые аватары, в которых вы останетесь в своем мире до конца своих дней! Кейн, пожалуйста, только не это! Чё за новые аватары, я не понял. Ты чё, нас хочешь запугать? Ну так знай, мы тебя не боимся. Мы вообще-то самые крутые псы во вселенной! Ну и короче вот, мы не успели ничего сделать, как очутились в нашей реальности вот в таких ужасных телах. Я теперь цыпочка Помни, у меня только хосячая голова осталась. Бублик тоже цыпочка, но у него один глаз из пуговицы, как у Рогаты. Коржик стал шахматной фигурой, как королер, а Кекс набором деталей, как Зубл. Наша магия не работает. Хозята, спасите нас, срочно пишите, как нам все исправить, пожалуйста. Сейчас, как вы видите, мы вернули наши тела. Хотите узнать, как мы это сделали? Брателла, ну конечно, наши вкусненькие подписчики хотят это узнать, ведь это целиком и полностью только их заслуга. Мы перебрали сотни ваших советов, которые вы написали у Папаси под роликом. И все они были хорошо продуманы. Вы у нас самые лучшие подписчики и уже не раз спасали нас из самых жутких ситуаций. Спасибо вам за это, мы вас очень любим. Но первым мы почему-то прочитали вот этот совет. Как бы это помягче сказать? Ну, как бы да, я бы сказал, что это весьма необычный совет. Да мы просто офигели! Честно говоря, о такой функции этого чувака, про которого нам написал наш подписчик, мы не знали. И сразу скажем, что даже пробовать не стали. Ну, просто мы собаки традиционной ориентации и как-то больше по цыпочкам. А вот тут написано, что ты нравишься этому нашему подписчику больше всех. На твоем месте, Бублик, я бы задумался. Так, а ну-ка, хватит, все, проехали. Следующим комментом был совет попросить помощи у монстров. Нет, маленькая человечиха, мы не считаем, что ты стукнулась башкой. Монстры бывают и нормальными, как наш монстр Икшудала, например. Но дело в том, что в тех мультяшных телах у нас не было нашей магии, и мы не могли вызвать ни одного монстра и попросить его о помощи. А потом мы нашли совет подписчика попросить младшего человека, чтобы он посмотрел в интернете и нашел зелье излечения или заклинания. Но дело в том, что когда Кейн вернул нас обратно в этих мультяшных телах, дома никого не было. Старший человек и человечиха были на работе. Человек-дед ушел на занятия по иностранному языку. Да-да, не удивляйтесь, у нас человек-дед решил подтянуть немецкий. Кстати, напишите, какой язык вы учите в школе. Но младший человек был тогда в школе. Это ж на прошлой неделе было, когда каникулы еще не начались. Короче, облом у нас с этим советом, сорян. Затем мы нашли коммент нашей подписчицы, которая утверждала, что у нее есть наша магия. Правда, ее мало. И типа нам было нужно найти свечку, кровь бублика, тарелку и 3 кости курицы. Ну, все ингредиенты мы нашли достаточно быстро. Проблема была только в Бублике. Да вы совсем куку. Вы представляете себе картину? 3 криповых мультяшки с ножами гоняются по всей квартире за еще одной мультяшкой и орут: «Нам нужна твоя кровища!» Не, ну а как ты хотел? По-хорошему ты не стал нам ее отдавать. Да я вам чё, почетный донор? И вообще никакой гарантии не было, что эта наша подписчица появится и вернет нам наши тела. Так что мы перешли к другому комменту. Нам посоветовали найти древний камень, который все возвращает. Честно говоря, мы никогда не слышали о таком камне. И где его искать? Хз. Ну, просто в таком виде нам на улицу точно нельзя было выходить. Все бы стали с нас ржать. Да идею с древним хаски мы почему-то отбросили. Типа, как его вызвать, если в нас нет магии? Поэтому мы перешли к другому комменту: попросить помощи у Помни. Реально помните, что она крикнула Кейну: «Пожалуйста, не надо!» перед тем, как этот урод нас выкинул обратно в наш мир. А если она все знала, то значит она могла быть заодно с этим Кейном, и только в последний момент ей вдруг нас стало жалко. Возвращаться в мир цифрового цирка у нас особого желания не было.
А вот на великого древнего хаски мы снова обратили внимание. Был еще совет скушать волшебный цветок, чтобы вернуть нам нашу магию. Ну, во-первых, сейчас глубокая осень, а те цветы растут только весной. Да, вспомните, 2 раза ел волшебный цветок, и оба раза это было в апреле. Да, и еще раз повторимся, выходить на улицу в виде криповых мультяшек нам не особо хотелось. Ну, потом еще был совет поговорить с крутыми детками и опять же найти волшебный цветок. Но в последнее время мы поддерживаем связь с крутыми детками через младшего человека. Но он ведь был в школе. Мы звонили им на их номера, но они не отвечали. Может быть, с ними опять что-то случилось? Короче, и здесь мы тоже обломались. Было еще предложение сварить зелье превращения и положить туда собачий волос. Ну, с этим у нас проблем точно не было. Имеется в виду с нашими волосами. Шерсти у нас полно. Ага, но в тот момент мы уже были мультяшками, и шерсти на нас не было. Но зато ее в достаточном количестве валялось по углам. Проблема была только в том, что в этом комменте не было остальных ингредиентов, а просто варить нашу шерсть, ну, это такое себе. Но и для зелья все равно была нужна магия, если вы не знали. Без магии ни одно зелье работать не будет. А потом мы нашли вот этот коммент. Реально, о виртуальных очках мы и забыли. Когда мы отправлялись в мир удивительного цифрового цирка, то мы их напялили на себя. А когда Кейн выбросил нас обратно, на нас их не было. Мы подумали, что возможно это иллюзия, и пытались их снять, но мы их не ощущали. Ну да, как придурочные трогали друг друга за морды, но ничего не чувствовали. Поэтому мы сделали вывод, что Кейн каким-то образом уничтожил наши очки. Скорее всего, чтобы мы не смогли снова попасть в мир цифрового цирка. Кстати, это еще подтверждение того, что мы не могли еще раз поговорить с Помни. А еще в этом комменте опять было упоминание древнего хаски. Но почему-то опять мы его пропустили мимо своих ушей и глаз и стали искать следующий совет. Отличный коммент был про ваши лайки и магию подписчиков. Нам надо было сразу сообразить и бандита в своем ролике еще попросить вас наставить его магических лайков. Но мы так и планировали сделать в этом ролике, если останемся мультяшками. Но, как видите, мы решили нашу проблему по-другому. Еще один варик был дождаться младшего человека из школы и попросить его нас расколдовать, ну или связаться с крутыми детками. Но мы хотели стать снова брутальными псами, не дожидаясь вечера. Да и младший человек над нами бы ржал, когда увидел, что мы мультяшки. Ага, а потом бы еще полгода над нами издевался, что мы такие крутые псы, остались без магии и не могли справиться без его помощи. Не-не-не, такого счастья нам не надо. Младший человек бы тогда решил, что он круче нас. Поэтому мы вспомнили, что многие из вас писали о древнем Хаске. Оставался вопрос, как нам его вызвать, если в нас нет магии? Ведь древний Хаски — это огромное магическое существо. Не, ну мы, конечно, попробовали просто поорать страшными голосами. Древний хаски, приди к нам! Но это ни к чему не привело, только соседи стали в стенку стучать. Не, ну что значит ни к чему не привело? Древний же Хаски в итоге появился? Брателло, ну ты что, его не слушал? Он пришел не потому, что мы орали как ненормальные, а потому, что его имя несколько раз упомянули наши вкусненькие подписчики. Точно, я просто так радовался, что я снова стал великим королем Коргом Третьим, что все из головы вылетело. Короче, хасята, это было эпично. Прям как и в первый раз, когда древний хаски появился в нашем городе. Срочное сообщение. Только что в центре нашего города появилась огромная каменная статуя собаки. По предварительным данным, ее порода – хаски. Ее появление сопровождалось землетрясением. Откуда она появилась, неизвестно. Сейчас к месту происшествия стягиваются силы полиции и военных Северокавказского военного округа. Мы получили первые кадры с места события. Она действительно огромная. Предварительно 100-150 метров в высоту. Короче, он без разговоров вернул нам наши тела и исчез. И сказал, чтобы мы больше не беспокоили его по таким пустякам. В итоге мы снова стали собаками и даже не успели его поблагодарить. В этот раз наш далекий волшебный предок проявил себя с хорошей стороны. Вот еще одно подтверждение тому, что чудовища иногда могут быть добрыми. Надо отдать дань великому древнему Хаски. Как известно, великий древний Корги появился уже позже него, так что, дворняжки, можете собой гордиться. Я в честь такого радостного события даже поставлю на своем канале небольшую историческую справку о вашей гигантской каменной собаке. На самом деле хаски – это потомки древней инопланетной цивилизации, которая переселилась на Землю после разрушения родной планеты. Древние хаски были огромные, как динозавры. Кстати, думаете, что динозавры сдохли, потому что метеорит упал? Не-а. Потому что на Землю грохнулся корабль с древними хаски. Именно благодаря древним хаски люди из обезьян превратились в человеков. Первый хаски на планете случайно чихнул хасячей магией на человека. А пирамиды были тоже построены в честь древних хаски. Ну, потому что они похожи на наши треугольные уши. Но в один момент цивилизация древних камнеежек украла магию у хаски, поэтому они постепенно озверели и измельчали. Ну, Коржатина, не ожидал такого от тебя. Хорошо отзываться о нашей породе, да еще и про нашего древнего хаски рассказать. Ну что, могу сказать, ты настоящий мужик, настоящий лис.
Красава Коржатина! Но это вовсе не означает того, что теперь мы над вами не будем прикалываться и кусать вас за ухи. В этом плане ничего не изменилось. Коржата, еще раз огромное вам спасибо за ваши советы и комменты. Вы у нас самые лучшие. Скоро увидимся. Baby, you're the one for me. Baby, you are meant for me. I'm madly in love with you. Baby, you're the one for me. Baby, you are meant for me.